Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео покажу вам, что я ем в течение дня, как я питаюсь. У меня сейчас не совсем высокая активность, я не тренируюсь, поэтому питаюсь я на 1500 килокалорий в день. Рацион у меня довольно простой, потому что я люблю простые рецепты, не люблю слишком много времени тратить на готовку. А вообще, если вам нравятся мои рационы, мои рецепты, то напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовое меню для похудения на моем сайте olyapins.com. Сейчас как раз до конца недели действуют скидки в честь Черной пятницы, поэтому если вы собирались купить меню, то сейчас самое удачное время, чтобы это сделать. Первое, что я делаю, когда прихожу на кухню, это выпиваю стакан теплой воды и в последнее время добавляю в нее хлорофилл. Это не то, чтобы я делала это всегда, прям каждый раз, но вот последнее время мне нравится. У меня хлорофилл с мятным вкусом, поэтому так пить теплую воду получается гораздо приятнее. Ну а также он позитивно влияет и на процесс пищеварения, и на детоксикацию организма. Поэтому это не только полезный, но еще и приятный процесс. Ну а теперь начну готовить завтрак. Буду сейчас готовить сразу себе и мужу, так как сыну я уже завтрак сделала, он завтракает у нас немножко раньше, чем мы. Буду готовить сегодня что-то максимально простое, потому что нет большого желания долго проводить время на кухне. Натираю сыр на терке и также беру круглый лаваш, либо же тортилью. Одно взбитое яйцо сейчас отправим на сковородку. Я ее разогрела, добавила немножко масла тхи. Я его готовила сама, в инстаграме у меня есть рецепт. Отправляю сюда яйцо, распределяю его по сковородке и сразу же кладу сверху тортилью, чтобы она схватилась к яйцу. Как только оно будет готово, переворачиваем и буквально еще пару минут. Посыпаю тертым сыром, чтобы он расплавился. Огонь делаю небольшой, чтобы тортилья не пригорела. Складываю пополам, и вот такой завтрак готов. Буквально 1-2 минуты ушло на его приготовление. Сразу же готовлю вторую такую тортилью для мужа. Ему, правда, я готовлю 2 яйца, а не одно. Можно тут также немножко поэкспериментировать с начинкой, добавить туда что-то, кроме сыра, но у меня в данном случае только он. Еще иногда добавляю копченую курицу, либо же какие-то овощи. Овощи в этот раз я положила отдельно, добавила немножко оливок и семечек тыквы. Вот такой вот завтрак у меня сегодня. Но это еще не все. Конечно же, дополняю завтрак чашечкой кофе. Вообще в течение дня я пью 2, максимум 3 чашки кофе. Считаю, что в таком количестве в этом нету ничего плохого. Пью я его обычно с миндальным молоком, но его, кстати, добавляю довольно много, 100 мл на порцию. Так что учитывайте всегда молоко, которое добавляете в кофе при подсчете общей калорийности на день. А после завтрака я еще съела 1 банан. Через несколько часов еще один перекус, еще одна чашка кофе и в этот раз хурма. У меня довольно крупная, тут практически 300 грамм в ней. Начинаем готовить обед. Тут у меня 1 куриное филе и 2 филе бедра. Буду готовить сразу обед на всю семью, так что имейте в виду, что это, конечно же, не на одну порцию. Мясо здесь всего 450 грамм, также беру 1 луковицу. Мясо я нарезала просто такими средними кусочками, также точно нарезаю и лук, так как будем это все перебивать в фарш в комбайне. Сразу же добавляю еще 1 яйцо, соль примерно пол чайной ложки и перемешиваю до однородности. Больше ничего в фарш я не добавляю и леплю из него небольшие шарики. Это будут у меня такие фрикадельки. Размеры, конечно, вы можете выбирать сами, какой вам больше нравится. Можно сделать их размером более маленькими. Но у меня такие средние, диаметром где-то примерно 5 сантиметров. Всего получилось у меня их штук 14. Разогреваю сковородку и добавляю на нее масло около 1 столовой ложки и начинаю обжаривать шарики. Сразу все выкладываю на сковородку на большом огне. Сразу же их переворачиваю, чтобы они хорошенько подрумянились со всех сторон и не успели еще пустить сок. Конечно, идеально круглых форм они не получились, но так тоже неплохо. Далее добавляю 100 грамм томатного пюре, кипятка где-то грамм 50 и перемешиваю, чтобы они пропитались в томатном соусе. Добавляю специи, немного соли, паприку и итальянские травы. Снова хорошенько перемешиваю и накрываю крышкой, оставляю их тушиться минут на 10. Дольше не нужно, так как эта курица и готовится она довольно быстро. На гарнир я уже приготовила обычный рис басмати и теперь собираю свою тарелочку. Вообще обычно я использую метод тарелки, его очень удобно использовать, когда нету весов, но я дополнительно взвесила это все. Фрикаделек было 150 грамм, риса 120 грамм, ну овощи я не взвешивала. Здесь 1 огурец, листья салата полила кунжутным маслом. Вот такой довольно сытный обед у меня сегодня.
Ну а на ужин будет у меня легкий салатик. Для него я беру пекинскую капусту. Готовить ужин буду только на себя, так как мальчики у меня будут кушать сегодня другое блюдо, так как они не любят рыбу. А у меня будет салат из пекинской капусты, огурца. Кстати, он довольно большой, поэтому я взяла только половину. Его нарезаю вот такими тонкими кусочками, хотя, впрочем, огурец можно нарезать любым способом, как вам больше нравится. Ну и далее беру тунец, консервированный в собственном соку. Здесь его примерно 50 грамм, если взять только мясо. Кстати, хорошего качества, тоже обращайте на это внимание. Тут как раз хорошее филе, довольно плотное. И добавляю сюда 50 грамм кукурузы консервированной и ароматное оливковое масло. Кстати, это мое любимое, у него очень классный вкус. Добавляю еще немного соли и перемешиваю. Можно добавить еще немного лимонного сока, но я этого не люблю делать. Собственно, это все. Вот такой вот легкий, но вкусный салатик получился у меня сегодня на ужин. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также подписывайтесь на канал, если до сих пор еще этого не сделали. С вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.